Тигрица принесла своего детеныша к человеку, аккуратно положила его рядом и, казалось, заплакала. Она смотрела ему прямо в глаза, будто просила о помощи. Но то, что случилось дальше, никто не смог бы предсказать. Герой этой истории вырос в небольшой деревне. С самого детства он часто ходил с отцом в лес, постепенно привыкая к жизни среди дикой природы. Повзрослев, он сам стал охотником, и однажды с ним произошел случай, который он запомнил на всю жизнь. Однажды на рассвете Михаил отправился в лес. В середине дня он решил сделать привал и начал искать подходящее место для отдыха. Вскоре он вышел на поляну, которая показалась идеальной, но едва ступив на нее, он замер. В центре поляны стоял тигр. Михаил оцепенел от неожиданности. Хищница явно заметила его и смотрела прямо в его сторону. Однако в ее поведении не было агрессии. Это сбивало с толку. Охотник медленно опустил ружье и осторожно сделал шаг вперед. Тигрица отступила, и в этот момент Михаил заметил, что перед ним самка. Ее соски были наполнены молоком. Значит, где-то рядом были тигрята. К тому же она заметно хромала. Охотник понял, что животное ранено. Он тихо позвал ее, стараясь не напугать. К удивлению, тигрица перестала рычать и позволила подойти ближе. Подойдя, Михаил увидел страшную рану на задней лапе. Судя по всему, в нее стреляли, и началось заражение. Он попытался помочь, но тигрица не подпускала его слишком близко. И вдруг произошло нечто неожиданное. Она развернулась и направилась к краю поляны, затем остановилась у деревьев. В этот момент Михаил услышал тихий писк. Через секунду тигрица вернулась, неся в зубах тигренка. Она аккуратно положила его у ног охотника, затем принесла второго. Михаил был потрясен. Он не мог поверить в происходящее. Тигрица словно доверила ему самое дорогое. Немного отойдя, она еще раз посмотрела на человека и скрылась в лесу. Охотник понял, она не бросила детенышей просто так. Скорее всего, она чувствовала, что не выживет, и решила дать им шанс. Не раздумывая, Михаил взял тигрят и отправился домой. В деревне он показал их ветеринару, чтобы убедиться, что они здоровы. Шло время. Тигрята росли, крепли и становились сильными. О них узнали сотрудники зоопарка и предложили выкупить животных, но Михаил отказался. Он считал это предательством. Когда тигры выросли, он принял трудное решение – вернуть их в дикую природу. Они были готовы к жизни в лесу. Прощание далось тяжело, но он знал, что поступает правильно. Прошло несколько лет. Однажды Михаил снова отправился в лес на охоту. Внезапно он столкнулся с огромным медведем. Ружье заклинило, и ему пришлось бежать. Но зверь быстро настиг его. И в этот момент произошло неожиданное. Из леса появились два тигра. Это были те самые тигрята. Они бросились на медведя, отвлекая его и давая Михаилу шанс спастись. После короткой схватки медведь отступил и ушел в чащу. Охотник понимал, что, скорее всего, больше их не увидит. Но в тот момент это было неважно. Он был счастлив. Тигры выжили, стали сильными и не забыли его. Добро, которое он когда-то сделал, вернулось к нему.